Всех приветствую! Скоро стартанет новая лига в PoE 2. Данное видео будет полезно новичкам. Расскажу о торговле и гэмблинге. В игре есть два аукциона. Первый аукцион NPC Alva. Тут все просто. У этого NPS в реальном времени вы можете приобрести все необходимые расходные материалы. Заходите в обмен валюты и смотрите, что вам нужно. Например, хочу приобрести экзальты, а взамен могу дать сферы хаоса. Или хочу увеличить физический урон на своем оружии, тогда мне нужно купить руны железа, а взамен я отдам экзальты или сферы вау. Обращайте внимание на текущий курс. Если вас все устраивает, то прописывайте количество нужных предметов, которые хотите получить. В противоположной графе удалите сумму товаров, и игра автоматически посчитает, сколько предметов вам нужно внести для обмена. После этого вам нужно нажать на каждую ячейку обмена. Таким способом вы подтверждаете свое решение. Сокеты подсветятся и загорится строка с размещением товара. От себя хочу сказать, что курс обмена часто меняется. Если вам нужно много предметов определенного типа, то лучше всегда закупаться ими заранее по дешевому курсу. В будние дни обычно курс идет на спад, а на выходных может вырасти в 2-3 раза. С понедельника по четверг я делаю большую закупку расходных материалов для гэмблинга, так как на выходных это будет стоить в разы дороже. Если вам понравится гэмблинг в этой игре, то вам понадобится много расходных ресурсов, поэтому лучше заранее подготовиться к этому процессу. Второй аукцион в PoE 2 проходит через сайт. Данная система для многих игроков неудобна, так как, чтобы продать предмет, нужно лично совершить сделку в игре, а не как мы привыкли в большинстве игр, выставил предмет на продажу и можно спокойно при этом выключить игру. Если появляется покупатель, то он без вашего участия выкупает размещенный предмет на аукционе. В данном аукционе вижу только один явный плюс. Появляется возможность поторговаться в реальном времени с продавцом. Процесс этот увлекательный. Как-то я смог сбить цену в 2 раза с хорошего кольца для воина, с 10 дивайнов до 5. Конечно, мне повезло. Сейчас немного просел онлайн, так как скоро выйдет новая лига, поэтому игроки готовы делать скидку на продажи своих предметов. Вообще не стесняйтесь пробовать предлагать свою цену. Главное, будьте вежливы и не нужно ныть в ПМ продавцу, если он сразу дает вам понять, что не будет торговаться за предмет. Я в свое время сэкономил много средств, покупая предметы на воина. Искал вещи с хорошей основой по характеристикам. В дальнейшем сам пытался их докрафтить. Понятие крафт тут условное, мы еще об этом далее поговорим. Значит, как вам взаимодействовать в торговле с другими игроками через сайт? Заходите на официальный сайт Path of Exile 2 и выбираете раздел торговля. Если вы не сильны в английском языке, то можете переключить его. После выбора языка обратите внимание на таблицу. Не пугайтесь, я тоже в свое время сходу не смог разобраться во всем этом. Покажу вам основное взаимодействие в поиске, а дальше вы сможете разобраться в этой системе сами. Например, мне нужно найти оружие на воина. Если мы знаем точное название, то прописываем его в левой верхней строчке. Когда будете набирать название предмета, программа в определенный момент сама предложит его дописать. Это значит, что вы правильно ввели название и программа его определила. Если мы не знаем точного названия, то тогда придется искать по общему поиску предметов. Ниже выбираем строку «Категория предмета» и там в огромном списке ищем нужный нам вариант. Для экономии времени лучше сразу прописать характеристики, которые нужны. В правой стороне есть таблица, там нужно ввести интересующие нас параметры. Для оружия на воина здорово иметь следующие характеристики. Увеличение физического урона, прибавка к силе, увеличение уровня камней ближнего боя и возьмем еще увеличение урона от стихий. Теперь мы можем задать минимальные значения данных параметров. То есть аукцион не будет показывать предметы с параметрами ниже установленных. Удобный фильтр. Мы сразу сужаем поиск и смотрим конкретно то, что нам нужно. В данном разделе будет еще один важный фильтр. Если мы хотим найти предмет сейчас и тут же его купить,
то нам нужно поставить галочку «Только в сети». Это значит, продавец находится в игре. Только есть нюанс. Иногда продавцы в онлайне вам не будут отвечать. Тут два варианта. Первый, они отошли от компьютера и скорее всего скоро вернутся. Второй вариант, они выставляют предметы по низкой стоимости и смотрят на покупательскую реакцию. Имеет ли товар спрос у игроков? И исходя из этого, они потом корректируют цену. Дополнительно мы можем ввести количество сокетов у оружия. Булава, которая была осквернена, может иметь максимум 3 сокета под руны. Например, нам интересно найти сразу оружие с 2 или 3 сокетами. Вводим минимальное значение в данной графе, и аукцион нам покажет, что есть в наличии. Если вдруг по какой-то причине аукцион нам не показывает предметы, это значит, что либо вы ввели неправильные данные, либо в данный момент нет игроков в сети, которые продают нужный нам товар. Чтобы исключить данный вариант, нужно поставить галочку в графе «Все». Тогда вы увидите абсолютно все предметы, которые зарегистрированы на аукционе. Просто в данный момент нет игроков в онлайне. Если вам поиск не покажет товаров после этого, то скорее всего вы неправильно ввели параметры или слишком завысили характеристики. И такой крутой предмет никто не продает. Знаю, вы, наверное, задаете вопрос, а зачем разработчики так усложнили нам жизнь с их аукционом через сайт? Ну что сказать по этому поводу? Добро пожаловать в Path of Exile. К вашему счастью, данный процесс можно облегчить. Заходим на официальный сайт Overwolf и скачиваем приложение. После вам нужно будет в данной программе активировать расширение PoE Overlay 2. Теперь у вас в игре должна появиться вспомогательная таблица. Данное расширение облегчит оценку предметов в самой игре, и самое главное, вам будет удобно взаимодействовать с игроками в торговле. Чтобы оценить предмет, нужно навести курсор мышки на сам предмет и нажать комбинацию клавиш Alt+E. Появится специальная таблица. Теперь можно выделять характеристики у предмета. Далее нажимаем «Поиск», и программа покажет, что есть в наличии на рынке и сколько стоят товары похожего типа. Также можно выделить конкретный тип предмета, и программа сориентирует вас, есть ли товары в наличии и сколько они стоят. Если вы хотите посмотреть точные характеристики на продаваемых предметов, то нажмите Ctrl+LKM и откроется уже знакомый аукцион в браузере. Прекрасная программа. С помощью нее вы также можете отслеживать время запроса на продажу или покупку товара. Очень удобно через нее приглашать в группу игрока, и по завершению сделки в один клик можно отблагодарить торговца. Не нужно тратить время на взаимодействие через чат игры и писать стандартные фразы. Этот процесс за вас максимально упростили. PoE Overlay 2 синхронизировано с аукционом через сайт. Когда вы посылаете запрос игроку на покупку товара, а также если у вас захотят что-то купить, в игре в таблице появляется уведомление. Без этой программы будет очень сложно отслеживать все процессы и взаимодействовать только через игровой чат с игроками. Еще добавлю, что эта программа подсвечивает предмет, который хотят у вас купить. Но бывает, иногда этот процесс багуется. Тогда просто введите название предмета через поиск в вашем хранилище. По поводу Overlay всю основную информацию рассказал. Теперь поговорим о гэмблинге. Кто-то этот процесс называет в этой игре крафтом. Суть состоит в том, что вы будете пытаться максимально улучшить предмет. В этой игре нет классического создания предметов из разных ресурсов и специальных рецептов, как в других играх. Тут вы получаете предмет, который в себе будет иметь определенный стартовый набор характеристик. И уже отталкиваясь от этого, вы будете использовать сферы, чтобы добавить следующие параметры у предмета. Сложность данной системы заключается в том, что очень трудно набрать все желанные характеристики высокого уровня. Этот процесс в теории может стать бесконечным. Условно, я бы выделил классификацию предметов. Первые – мусорные вещи, в которых есть разные ненужные наборы характеристик, которые очевидно не подходят вашему персонажу. Например, моему воину не нужно иметь скорость регенерации маны или улучшать показатель уклонения.
Вторые, назовем их на первое время. Данные предметы более-менее сойдут на начальном этапе развития. Предмет имеет 2 или 3 хороших параметра. Третий, приличный вариант. Тут уже предметы имеют 4 или 5 нужных параметров с высоким уровнем. Четвертый, отличный вариант. В этом предмете почти все характеристики нужные, и эти параметры имеют высокий или предтоповый уровень. Пятый, идеальный. Здесь все статы высокого уровня и все нужные под вашего персонажа. Шестые, сказочные. Это когда предмет идеальный, и вы его успешно оскверняете сферой вау. Если осквернение не портит характеристики, а наоборот улучшает их и дает дополнительный сокет, то этот предмет становится по праву сказочным. Есть еще 7-я классификация. А вы думали, что создание сказочных предметов – это финальная точка в игре? Не тут-то было. Так вот, финальная классификация называется «Божественные» или «Игра пройдена». Это когда предмет оскверняем, и он становится сказочным с дополнительным полезным параметром для вашего персонажа. Дополнительную характеристику вы можете увидеть под строкой нужного уровня для использования предмета. Если вы создали такой предмет, мои поздравления, он бесценен. Можете выставлять любую цену за него, которую посчитаете справедливой. С классификацией разобрались. Теперь вы поняли, в чем основной смысл игры. Это игра про бесконечный гринд и создание божественных предметов. Я сам подсел на данную систему, и мне нравится просто заниматься гэмблингом в полу-АФК режиме у склада. Еще давайте вам немного расскажу про префиксы и суффиксы на предметах. Тут сильно не заморачивайтесь, главное понять, что в этих двух группах есть определенный набор характеристик. С помощью сфер вы будете их случайным образом активировать. Когда вы станете опытным игроком, вы будете лучше гэмблить предметы и понимать их истинную ценность. Например, вы добыли обувь с высоким параметром скорости бега 30-35%. Начинаете кидать экзальты, и в группе суффиксов ничего достойного не выпадает. Тогда вы понимаете, что данная вещь не имеет ценности и не нужно дальше тратить на нее свое время. Если посмотрите аукцион, то там куча предметов, у которых максимум 1 или 2 параметра достойных, и игроки пытаются их продать, да еще и за высокую цену. Толку от этого практически нет. Бесполезные предметы будут лишь занимать ваше место на складе, а пространства под хранение вещей, к сожалению, не так много. Если вы наберете почти идеальный набор параметров, но, допустим, 1 или 2 параметра не очень, а предмет в целом получился интересным, то вы можете попробовать переролить их с помощью сферы хаоса или сферы отмены. Скажу вам, что шанс на успех крайне мал. Скорее всего, таким действием вы поменяете нужный вам параметр, и тогда у вашей вещи ценность сильно упадет. Впрочем, это основная часть игры, и многим она нравится. Данная механика непредсказуемая и интересная, с заслуженным финалом. В отличие от некоторых корейских дрочилин, где ваше время и все накопленные ресурсы вы сжигаете в подобной системе моментально. Например, в игре Black Desert Online. Можно годами пытаться заточиться на максимальный уровень. Там система заточки более жестокая. В PoE 2 этот процесс более сбалансирован. У меня все, рад был вам помочь, оставляйте ваши комментарии, это помогает в продвижении. Дорогу осилит идущий, еще увидимся.